Здравствуйте, я предлагаю рыбам прослушать гадание, предсказание карт пророчества о судьбе на май 2022 года. Если кто-то скажет, что поздно и не актуально уже, потому что май начался, а откуда вы знаете? Может быть, я гадаю на какой-то другой май, на какой-то вот другой, который начинается по старому стилю, по юлианскому календарю. Этого мая же еще нет, правда? Видите, как я умею выкрутиться? Никак меня к стенке не прижмешь. Даже не пытайтесь. Итак, гадание на май. Мы переживаем в первой половине мая очень серьезное влияние затмений. Солнечное затмение 30 апреля было, потом лунное будет в полнолуние 16 мая. И эти затмения образуют некий, как говорят, коридор. И время между затмениями считается сложным, спорным, потому что как бы Вселенная перезагружается, Вселенная переставляет в нашей жизни все с ног на голову, как бы к лучшему, потому что она так о нас заботится, чтобы мы сильно не зазнавали, чтобы мы сильно умными себя не считали и не перли против нее. Но то, что это было к лучшему, мы осознаем, может быть, знаете, когда-нибудь лет через 5. А в моменте все, что приносит к нам эти затмения, выглядит как космический мусор. Поэтому время между затмениями – это часто время потерь, когда теряется работа, теряются остатки веры в людей, теряются остатки надежды на разрешение каких-то конфликтных ситуаций. Хуже всего, если теряется вера. Да, я сказала, обидно потерять веру в людей, но еще обиднее потерять веру во что-то более серьезное, так скажем, дабы не оскорблять чувства, сами знаете кого, веру в высшие силы. Вот такое время между затмениями, кстати, оно уже идет сейчас, и вполне возможно, что-то в вашей жизни такое состоялось, про что вы уже предполагаете, что это вот из-за затмений, что если бы не затмения эти проклятые, то этого бы со мной не случилось. Я вас прошу, напишите в комментариях, поделитесь вашими подозрениями, наблюдениями, и мы почитаем и узнаем, как на самом деле работают затмения, сделаем заметки, может быть, на будущее, для будущих коридоров затмений, сделаем какие-то выводы. Я думаю, что чувствительным рыбам, интуитивно настроенным, таким мистическим, уже есть что сказать. Вот к данному моменту уже есть что сказать на тему работы вот этих вот нынешних затмений, начала мая. Но есть еще кое-что. Это наш любимый Меркурий, планета, которая выбирает для нас каждый день, становится ретроградным с 10 мая и снова мешает новым делам, снова не дает выйти на новую работу или организовать новый бизнес, купить удачно новое платье или вообще, начать делать зарядку. Ретроградный Меркурий разворачивает нас немного вот так вот головой назад, носиком назад, чтобы мы сделали работу над ошибками. И для вас ретроградный Меркурий будет тем активнее и тем болезненнее действовать, чем больше вы, соответственно, ошибок в прошлом своем каком-то недавнем налепили. Это могут быть банальные, понятные ошибки на работе, если вы там в каких-то отчетных документах цифры перепутали. Это все пустяки, это все поправимо. Но ретроградный Меркурий окунет и в отношения сложные, может быть, конфликтные, любовные, дружеские, родственные, в которых вы тоже были неправы, может быть, кого-то, если обидели, то придется теперь прощения попросить, вернуться к тому самому колодцу, да, вспомнить, что Земля круглая и всегда подкатывает. Такое двойственное время. Получается, что весь май, в первой половине
мая мы заняты затмением, действием затмений, а вторые 2 декады мая мы ходим под ретро-меркурием. Ну и когда жить, ответьте мне. Жить-то когда? Когда вот наслаждаться вот этой вот погодой? Я думаю, что на самом деле можно. Кто-то спасется, а может быть, у вас есть ваши личные, уже придуманные, заранее заготовленные тактики, как переживать время под ретро-меркурием. Напишите, если есть такие, напишите тоже в комментариях, поделитесь. Мы вот эти выводы коллективного разума учтем, может быть, в моих следующих программах в рубрике «Вопросы и ответы», которые, несомненно, продолжатся. 3 карты на работу рыбам. Все рассказала про небо, теперь про карты. 1, 2, 3. Рыбы и работа. Достается вам здесь королева жезлов, очень подходящая, активная. 9 кубков, изобильная, праздничная. И 8 пентаклей, разумная, сохраняющая. Это очень хорошие карты, но лучше не придумаешь на работу. Для тех, кто хочет работать, конечно. Королева жезлов. Отлично. Новости для тех, кто в мае хочет найти новую работу. Потому что это вообще карта работы. Вот в таком раскладе, вот в таком месте гадания для нас, она обозначает именно работу. Например, новую, которая наконец-то для вас образуется. Наконец-то для вас найдется эта возможность приложить свои силы, таланты, свой диплом, наконец, достать с дальней полки. И со свежими силами, с энтузиазмом взяться за дела, либо работа, либо бизнес, который вот новый какой-то у вас начинается. И королева жезлов – это ваш портрет, дорогие женщины-рыбы, на это время. Свою водность, свою эмоциональность, свою нежность, свое обаяние даже. Пока, наверное, вам придется чуть-чуть отложить и переделаться, переквалифицироваться в какую-то деятельную, активную, жесткую, знаете, такую огненную героиню, которая покоряет карьерные вершины. На самом деле, хоть и рыбы являются самым иррациональным знаком в зодиаке, но именно рыбы часто делают очень заметную, выразительную карьеру в чем бы то ни было, от банковского дела до карьеры артиста, например, какой-то. Вы замечали, да, что среди знаменитостей вот все прям сплошь, ну как через одного, по крайней мере, рыбы. Как так у вас это получается? Вроде о деньгах вы не думаете. Честолюбие, чтобы всех обойти, всех покорить, тоже особо нету. А больше других получается у вас. Вот эта королева жезлов, собственно, об этом говорит. Это новая должность, назначение на новую должность, новый проект, может быть, какой-то вам завидный, такой трудный, интересный, начальство доверит, вам будет интересно на работе, и вы будете заметны на работе. Новая работа, я сказала, да, найдется. А 9 кубков, карта изобилия. Вот видите, какой здесь упитанный мужчина изображен. Я забыла, кто это. Здесь же исторические личности. Ну, не знаю, на нумерованных картах, может, и нету, да. Ну, в общем, вот видите, какой мужчина упитанный. Мы понимаем, что у него в жизни все хорошо сложилось, да. Отлично питается, отлично все с ним складывается. Вот. Он такой, то есть эта карта говорит, что всего будет много на работе, в работе. Отношения хорошие с людьми, много праздника или праздничного настроения, много заработается, много. Вы с чего-то наберете много, даже, знаете, с излишком. Если у вас, например, какой-то клиентоориентированный бизнес, то, значит, в мае наберете много клиентов. Настолько много, что даже будете отказываться, даже лишние будут. То есть это вот карта изобилия, таких множественных ресурсов. Это и да, хорошие отношения с людьми, с начальством, с партнерами, с какими-то. Это и внезапно вдруг идеальный коллектив, который вас встречает даже на новой работе. Разве это плохо? Это, конечно же, хорошо. А 8 пентаклей говорит о том, что она, опять же, проработана, провозглашает добродетельный труд для рыб,
Видите, здесь женщина что делает на карте, на иллюстрации? Ведь она работает, да, чем-то занимается, вроде плетения кружев. И 8 пентаклей говорит, что на работе, в работе или в бизнесе вам придется учиться. Да? Опять мы какая-то отсылка к новой работе, потому что на старой уже нечему учиться. Все вы узнали, исчерпали, все. Вот. Придется учиться или обучать кого-то. Придется, может быть, заниматься рутинными делами и так кропотливо, терпеливо над чем-то восседать. Собственно, эта карта и советует вам как раз проявлять терпение в рабочих делах и в бизнесе. И карты часто советуют вложение на будущее. Она советует вам вкладываться в будущую работу, в будущую карьеру или в будущее вашего бизнеса, о чем бы там ни шла речь. Понимаете? То есть это вложение и ваших душевных сил, и времени, и денег тоже. Вот так вот. Чудесное время. Работаете, наслаждаетесь в эмоциональном комфорте, подвиги профессиональные проходят. И при этом можно еще что-то наперед заглянуть, что-то наперед, знаете, отложить, подкопить. Очень даже чудес. Теперь деньги. Непосредственно финансовая жизнь для рыб. 1, 2 и 3. Про деньги расскажут вам карты повешенные. Ответственная. 8 жезлов везучая и 7 тоже жезлов очень деятельная. Непосредственно денежных карт нету, то есть нет карт масти пентаклей, поэтому мы немножко отвлекаемся вот от самого слова и от самого вот этого содержимого какого-то материального. Вот. Про деньги. Карта повешенная говорит, что много ответственности и обязательств денежных длящихся или даже новые могут у вас возникнуть. Но это ответственность здоровая, которую ни в коем случае не нужно избегать и не нужно от нее прятаться. Это новые какие-то платежи, новые расходы могут быть. Причем не мелкие, это же старший аркан, крупная, большая такая карта. Это такие осознанные, не знаю, траты или расходы, может быть, это неуместно, скорее, вложения. Карты это практически исключают для вас вот такую безрассудную свободу в принятии финансовых решений, денежных решений. То есть вы будете подчиняться все равно разуму, здравому смыслу или требованиям банка, или требованиям какой-то организации, или требованиям, там, не знаю, проверяющего лица. Отчасти немножко, да, покажется, что вы жертва во всем, что происходит вот вокруг вас и вашего кошелька. Вы такая жертва, и со вздохом приходится соглашаться на что-то. Да, но не успели вы, надеюсь, расстроиться. Рядом-то 8 жезлов. Чудесная, чудесная 8 жезлов говорит о массовом, скором везении. Ждите новости, ждите новых людей, какие-то сообщения, события, которые вы можете растолковать, оценить по отношению вот к собственному кошельку только как максимальное везение. Случайное во многом. Случайно вот звезды так сходятся, что все выгодно для вас. Это и, естественно, в чем может повести в деньгах. Понятно, что это и зарплата, которую поднимают, или это зарплата новая, которая появляется, потому что вы нашли новую работу, или это вот мгновенные, ниоткуда взявшиеся прибыли для вашего бизнеса. В общем, везение, везение, везение. И, кстати, вот интересное соседство, да, понимаете, здесь мы видим как раз везение, которое, оно же как раз вас и обременяет, понимаете? Но кто занимается бизнесом, понимаете, о чем я говорю, да? Когда бизнес идет ни шатка, ни валка, и вы свободнее. А вот когда все наваливается, такая занятость, и с большими деньгами приходит и ответственность большая, и все. И вот уже не свобода, и вот вы уже больше думаете о деньгах, потому что самих денег больше появляется. 7 жезлов, карта очень хлопотная, она чаще всего спешит к вопрошающему как совет. 7 жезлов говорит: хлопочите, занимайтесь деньгами, как бы это ни выглядело, и как бы это, может быть,
трудно или неприятно сейчас не казалось, время от вас требует подвигов на денежном поприще. Подвиги не крупные, там, но вам нужно хлопотать. То есть вы должны делать, буквально, не знаю, деньги, должны куда-то ходить, с кем-то встречаться, что-то подписывать, придумывать новые способы коммуникации, там, допустим, с нужными людьми. Видите, вот этот вот герой на 7 жезлов всегда такой со сдвинутыми бровками, и всегда у него оружие в руках, и он побеждает каких-то врагов, пусть слабых, пусть давно отставших, но он привык защищать и защищаться. И здесь карта советует вам свои деньги защищать, или свои финансовые возможности, или свои денежные финансовые права. Кстати, некоторая конфликтность в целом с такими картами тоже не исключена. Например, здесь может быть внезапно возникшая удачная возможность затеять судебный спор за деньги. Ну, все судебные споры бывают только за деньги. И это вроде бы безрадостно, но тем не менее перспективно для вас. Особенно если прежде этой возможности не было. Дальше любовь, чудесный романтический май впереди. Я думаю, что рыбы все своими романтическими, нежными сердцами уже прочувствовали вот эти вот перемены в погоде, в природе. И настроились на новое знакомство, если ваши сердца свободны. Гадание для всех на любовь. 3 карты, которые определят события вашей жизни и ваши чувства про любовь. 3 карты. Раз. Посмотрим, насколько они уместны. 2. 3. Да, все очень хорошо. Даже еще лучше, наверное, чем прежде было. Май. Видите, как к рыбам благосклонен. Более благосклонный, чем ко многим вашим соседям по зодиаку, поверьте. Можете даже проверить, посмотреть гадание там, для овнов или для тельцов каких-нибудь. Карта Мир. Очень гармоничная. 10 кубков. Ну, это просто любовь, семья. И карта Умеренность. Добродетельная. Долгая. Правильная. Она правильные вещи описывает. Ну, знаете, такие, которые по судьбе и по совести одновременно. Почему-то у нас в жизни не так часто что-то приходит и по судьбе, и по совести. Либо одно, либо другое. И только карта Умеренность собирает обе эти характеристики. Крупные какие карты. Посмотрите. Ой, карта Мир. Это последняя карта, понумерованная в старших арканах, 21 аркан. Она описывает наивысшую точку развития любой любовной истории. Соответственно, если вы имеете сейчас роман или брак, в мае вы будете удивительно счастливы, потому что вы долго к этому шли. Но вот это вот счастье для двоих, у каждого, наверное, свое, хотя нет, не у каждого. Там несколько всего вариантов. Но апогей, апофеоз вашей любовной истории, это если отношения есть. Для кого-то, например, это рождение ребенка или известие о беременности. Правда? Да? То есть, рождение ребенка, рождение нового человека – это вполне логическое и естественное, очень счастливое продолжение романа любого. Любой роман, он вроде бы изначально эволюция его для этого и затевает. А для кого-то максимальная гармония и наивысшая точка – это свадьба или помолвка, или решение 2 людей, 2 сердец быть вместе. Понимаете, да? То есть карта на уровне эмоций, карта Мир обозначает, как глубокое какое-то принятие происходящего, так и буквально экстаз, невероятную радость. То есть у вас в любви что-то происходит, на что вы прежде и надеяться не могли, о чем вы прежде не мечтали. Естественно, напрашивается здесь сцена и нового романтического знакомства, если вы одиноки, но хотите оказаться с кем-то в паре, то эта же карта Мир, естественно, вам обещает создание союза, знакомства или, как минимум, приход очень серьезного
крупного такого, даже всепоглощающего чувства. С картой мир ваше сердце свободным уж точно не останется. Невозможно. Тем более, что десятка кубков ей подпевает и как бы подкрепляет это вышесказанное. Десятка кубков – это карта изобилия и счастья. Ну что, здесь тоже, вот видите, по традиции изображена семья, счастливая семья. Мама, папа, дети, кошки, собаки. Вот все как у меня здесь. Последние два пункта я имею в виду. Вот. Это счастье. И это тоже наивысшая точка. Ведь вот эта карта мир, последняя понумерованная карта старших арканов. А десятка кубков – это последняя понумерованная карта масти. Кубков, соответственно, понимаете? То есть здесь вот конечная точка, вершина, которую вы вот так вот долго или коротко, ну вот вы шли к какой-то точке с вашим любимым человеком. Вот. И здесь точно так же вы. И тут вот на каком-то пике, знаете, какой-то Эверест или Брус какой-то, не знаю. И вы встречаетесь. И это выглядит все как праздник. Ну, карта это очень семейная, поэтому мы опять же отматываем, возвращаемся, это известие о рождении ребенка, о создании семьи, о создании общего дома и так далее. То есть точка наивысшего счастья. Естественно, в новых отношениях это тоже возможно, и тогда это тем более хорошо, потому что здесь счастье достигается как-то быстро. И вот я считаю, что так и должно быть. Да? То есть очень хорошо, если в течение одного месяца вам удастся и познакомиться, и встретить подходящего человека, и еще и уже до брака договориться. Мне кажется, это очень естественно. По крайней мере, ну, мне нравятся такие истории больше, чем какие-то вялотекущие, знаете, там продолжительностью 8 лет. Вот. Ох. Очень хороший набор, прям как будто я нарочно вытягивала для вас. И карта умеренности вообще олицетворяет собой или как бы воплощает все добродетели мира, которые вдруг собираются вот в вашей паре или в вашей любовной истории. Она говорит, что новые отношения будут очень честными, долгосрочными и очень-очень надолго. Любовная история, которая есть уже, тоже озарится каким-то светом, развеются тайны, куда-то сгинут ссоры, уйдут, измены. Все выправится. Это карта пути. Она говорит, что отношения станут на какие-то очень правильные рейсы, на какой-то очень правильный путь, и горизонт ясен, светел, чист. Карта умеренность описывает такое повсеместное, очень культурное, благородное, щедрое поведение людей. Вот, например, ваше или вашего партнера. По этой карте вы можете все друг другу простить, все друг другу объяснить, включить какую-то вот эту суперлояльность. Вы можете после долгой разлуки сойтись назад и с таким чистым сердцем и с незамутненными глазами, как будто бы ничего плохого и не было между вами. Ну, то есть это, знаете, вот все три карты вместе дают такую идиллическую пасторальную картинку, когда все хорошо. Есть ли совет у таких карт? Ну, я думаю, что есть. Потому что даже все самое хорошее, что вот проливает на вас космос, проливают ангелы высшей силы, можно испортить своей мелочностью или недоверчивостью, своими придирками, проявлениями эмоционального насилия. Кстати, о насилии я готовлю большую программу в рубрику «Вопросы и ответы». Готовлю большое эссе на тему насилия эмоционального, семейного. Это сейчас очень актуальная тема в связи с неважно чем. Потом тоже не буду спойлеры давать, но расскажу. Вот. И вот так вот.
Да, и теперь дом, семья, домашние дела, недвижимость, родственники. Для рыб. Раз, два, три. Эту часть гадания я называю семья. И вам достается здесь разрушительная, пугающая карта башня. Вам достается добрая шестерка кубков, ностальгическая. И вам достается карта суд. Снова крупные карты, два старших аркана, тема семьи, дома, смены дома, переезды, какой-то перестройки в семье. Вот, она присутствует. Так же, как могу приоткрыть тайну ваших соседей у всех по зодиаку. То есть я уже сделала выводы из этого плейлиста, из этой группы гаданий, что май собирается нам всем поменять жилищные условия или как минимум расстановку сил в семье. Вот так вот переставить все как на шахматной доске. Ну, вероятно, время такое. Карта башни. Башня – это строение, вы понимаете, да? А карта башни, она же разрушается, в нее ударяет молния и как-то ее разрушает. Башня же это не стоящее строение, это разрушающееся строение. Вот. Поэтому в опасности дом как строение, именно как стены, ваши отношения с домом. И в самом драматическом варианте можно и прям лишиться дома, потому что, ну, например, если вы живете на съемной квартире, собственник может вам объявить, что квартиру продает, а вы, значит, очищаете. Очистить должны эту жилплощадь. Вот. Может быть, вы выбрали квартиру, купить ее в ипотеку в ту же самую, и банк-то вам ипотеку выписал, а собственник, опять же, продавец перестал продавать, отказывается продавать, или цену поднимает, там, или брокер какой-то недобросовестно попался. То есть, конечно, башня – карта полная драматизма. Драматизм идет по ней такой ответственный, такой с последствием. Карта башни всегда советует от разрушительных тенденций, людей, влияний, ситуаций бежать, не оглядываясь, бежать, сверкая пятками. А карта башни советует какие-то срочные или критические, кризисные дела, связанные с домом, ну, оставить как есть, не пытаться ничего спасать, пытаться только лишь спасаться, вот так вот, вот так вот. То есть есть какая-то сила очень наружная и очень разрушительная, которая влияет на ваш дом, на ваш привычный вот этот вот семейный уклад, да? И она может проиграться, эта сила. Вот от смешного, например, если прорвется труба отопления и там зальете вы соседей нижних, это тоже, кстати, будет работа башни, да? До действительно какого-то драматического варианта, если там, не знаю, вам объявляют, что дом под снос ваш ставят, или, хотя это может и не хорошо, не плохо, потому что вас переселят, но все равно. Чувственная шестерка кубков здесь, она обещает вам встречу или встречи с родственниками, с людьми, которых вы любите, по которым успели соскучиться и которых рады видеть. Шестерка кубков – это карта, ну, разных семейных свиданий, посиделок. К вам приедут родственники, вы приедете к ним. Если обойдетесь без дорог, то просто помиритесь в это время как-то, поймете и простите друг друга. Вот видите, опять понять простить. Карта это очень такая, знаете, миленькая. Она описывает примирение. Может быть, вы вот с вашей двоюродной сестрой долгое время не разговаривали, а тут так соскучились, что созвонились, договорились встретиться, друг друга в гости позвали. То есть это карта такого простого, очень незамысловатого, очень незатейливого семейного счастья. И интересно, что она действительно здесь соседство с башней, она предлагает добрыми семейными отношениями, человеческими, лечить то, что разрушает ваш дом. Вот это очень интересное соседство. Посмотрите,
Силы внешние, снаружи, очень разрушительные, вихри враждебные, какую-то угрозу вашему статусу домашнему несут. Вот. А силы внутренние, это любовь внутри вашей семьи, как раз-таки все исцеляют, скрепляют. И знаете, если в семье есть поддержка, любовь, взаимопонимание, какая-то взаимовыручка, то ведь правда никакие переезды, ремонты не страшны. Да? Кто-то ссорится во время ремонта, а кто-то, наоборот, в объятия падает к вам. Да, и здесь еще есть карта суд, тоже старший аркан, говорит, что у вас дома, по месту жительства и ваших родственных семейных делах явится новость к вам, да, явится новость долгожданная и неожиданная одновременно. Это то, на что вы втайне надеялись, но понятия не имели, когда это может произойти. И, может быть, даже старательно избегали. Значение карты суд всегда очень-очень спорное. Это новость неожиданно очень крупная. Благодаря ей, собственно, вот это вот все и происходит, и примирение родственников, и смена дома. Но однозначно сказать, что это хорошо или что это плохо, невозможно, потому что здесь две противонаправленные какие-то силы действуют. Одно можно сказать, что это неизбежно, то есть неизбежные перемены в доме. События могут быть от самых счастливых, естественно, от там, новости о рождении ребенка, например, внука или ребенка действительно вашего, до самых, ну вот прям спорных, это то, что вот я говорю о том, что неожиданно пора переезжать, пришло время переезжать или как-то заново строиться. И одну карту из колоды Ленорман хочу рыбам достать. Дело в том, что это совсем другие карты, они для другого придуманы, и они имеют совершенно иную энергетику. Вот можете не удивляться, даже когда в обычных бытовых, вот каждодневных гаданиях у вас, для тех, кто увлекается, карты Таро говорят одно, вот прям одно, настойчиво там отвечают да или нет, или какой-то сценарий предлагают для определенной ситуации. А Ленорман берете, вообще противоположный. Вот не удивляйтесь. По сути, так и должно быть. Потому что это вот природа предсказательных систем этих очень-очень разные. И они просто забирают разные уровни. Но кто какой, тут это тоже ситуативно, и от ваших рук тоже зависит, от вашего видения. То есть, если, например, Таро могут вам описывать ситуацию очень на бытовом уровне, на таком прикладном, ну, прям вот, знаете, цифры, сроки, не знаю, какие-то советы, делать, не делать, ходить, не ходить и так далее, то тогда карты Ленорман станут смотреть выше. Они возьмут выше, они будут какие-то более абстрактные, ну, знаете, вещи описывать. И вот, например, карты Таро описали рыбам чудесный месяц май, чудесный, с массой и событий, и эмоций, и даже с какими-то подвигами, с какими-то достижениями. Но что скажет колода Ленорман? Общая тенденция месяца или какой-то совет для вас будет? Угу. Ребенок, карта вам выпадает, карта ребенок. Ну, во-первых, ребенок – это ребенок. Обратите внимание на вашего ребенка, который у вас уже есть или который только будет, которому суждено появиться в скором каком-то времени. Действительно, карта очень многим обещает рождение ребенка, появление ребенка. Причем ребенка можно ждать как вот, что он родится, вы ждете 9 месяцев, так и можно ждать год из армии, например, или 5 лет, когда он университет какой-нибудь в Англии закончит. То есть ребенок здесь может быть любого возраста и в любых его каких-то проявлениях. Это интересы ребенка, это голос ребенка, это помощь ребенка. Например, если он у вас уже такой какой-нибудь половозрелый, может вам помогать деньгами в том числе. Ну, это такой уровень попроще. А если всматриваться и философствовать на эту тему, карта советует всем рыбам: будьте как дети.
Вот чтобы жизнь вам медом казалась, чтобы вы вот интуитивно принимали правильные решения, чтобы вы сами не придумывали себе сложности и не портили такую светлую энергетику месяца. Будьте как дети, будьте наивны, всем верьте, в первую очередь себе доверяйте, не ищите конфликтов и подвохов и сплетен, радуйтесь жизни, радуйтесь каждому дню, не вспоминайте прошлое, потому что дети чем ведь отличаются, самое главное, от взрослых? Отсутствием негативного вот этого печального опыта. Дети ничего не таскают, в отличие от нас, вот этого вот, этих тяжких воспоминаний в голове и в сердце. Вот к этому призывает вас карта. Но она же и, это был совет, но и предсказательный момент такой, что май будет настолько легким, что вы будете как ребенок радоваться происходящему, радоваться каждому дню и сможете от многих-многих прежних забот отказаться. Спасибо. Я вам желаю легкого мая. Увидимся.